Приветствую вас, уважаемые любители карфишинга на Флагман Шоп. Сегодня в рубрике F-новинки мы поговорим о радподе от торговой марки CarPro. Данный радпод, как и все радподы торговой марки CarPro, идет в очень прочном чехле. Открываем ручку. Вот такой вот он компактный в собранном виде. И вы сейчас увидите, какой он становится большой и трансформируемый. Эта модель завоевала популярность среди любителей карфишинга за свою технологичность. Вот так он состоит в собранном виде. Можем увидеть, что в чехле остается только два бусбара, которые находятся в отдельных карманах. Мы их тоже достаем. Раз, два. И сейчас перейдем непосредственно к сборке самого радпода. Первоначально я хотел бы обратить ваше внимание, что данный радпод предназначен для установки на него как 4, так и 3 удилищ. Итак, собираем наш радпод. Для того, чтобы установить ножки, необходимо открутить вот эти вот крепежи. Первоначально мы их зафиксируем в таком положении. Радпод очень высокотехнологичен. Тут огромное количество регулировок и установок. Сейчас мы его установим в самое базовое положение. То есть рыболов может установить этот радпод абсолютно под любые потребности, с которыми он столкнулся на рыбалке. Достаточно часто бывает, когда рыболову необходимо устанавливать часть радпода на вымазке, часть радпода на какой-то другой поверхности, будь то вода, будь то трава. И ему необходимо установить его вот, с помощью вот этих вот трансформируемых функций. Значит, сейчас радпод находится в самом базовом положении. Для того, чтобы он зафиксировался, необходимо закрутить вот эти все барашки. Фиксируем. Значит, барашки выполнены из очень прочного ударостойкого пластика. И устанавливаем наши бусбары. Можем видеть, что бусбары здесь крепежи под бусбары здесь не закреплены. Значит, переворачиваем в противоположную сторону, откручиваем барашки обратные и устанавливаем их на радпод. Сделаны эти крепежи подвижными для того, чтобы была возможность регулировать бусбары под наклоном относительно горизонтальной поверхности. Делаем идентичную процедуру с другой стороны. И выставляем необходимый нам угол по нашим бусбарам. Ну, предположим, что у нас самое стандартное положение, когда необходимо соблюсти 90 градусов по отношению к горизонтальной поверхности. Фиксируем верхними барашками. Зафиксировали. Здесь зафиксировали с обратной стороны. Все, радпод абсолютно оснащен в рабочее положение. Это самое стандартное положение, в котором мы можем столкнуться на нашей рыбалке. Значит, но этот радпод обладает колоссальными возможностями по трансформации. Я сейчас хочу вам их продемонстрировать. У нас есть возможность выставить ножки, как передние, так и задние, абсолютно под любым углом. Я сейчас вам продемонстрирую. Вот ножка абсолютно вращается в 360 градусов. То есть, чего, в принципе, более чем достаточно для того, чтобы его выставить в необходимом нам диапазоне. Вот мы устанавливаем сейчас вот в таком положении радпод. Опять же фиксируем. И получаем уже более высокую позицию. При этом при всем все ножки телескопические. Их необходимо зафиксировать здесь, для того, чтобы они не вращались. И откручиваем сам телескоп. Опять же, все фиксируется с помощью вращательных движений. Завинчиваем намертво верхнюю часть и отпускаем нижнюю часть. Опять же, 2,5 оборота, ножки выставлены. Все достаточно просто, и радпод у нас уже выполняет роль так называемого скайпода, который может использован быть при ловле на течениях, а также при ловле в каких-то закоряженных местах. При этом при всем мы можем сейчас спокойно удлинить станину нашу. Здесь находятся вот такие вот специальные защелки, которые очень просто позволяют нам увеличить длину нашей станины практически в 2 раза. Сам радпод выполнен из прочного алюминия. Он абсолютно не боится каких-то нагрузок, там, самых тяжелых удилий, самых тяжелых катушек.
При этом, при всем, задние ноги мы еще даже не выкручивали в самое высокое положение. Сейчас мы это сделаем с вами. Как можем видеть, задние ножки выполнены немножко короче, чем передние. Но с помощью их телескопических возможностей мы добиваемся нам необходимого положения. Таким образом мы получаем огромный радпод. При этом, при всем, мы видели в самом начальном базовом положении, радпод был очень маленький. Здесь выполнены удобные ручки из неопрена, которые позволяют нам переставлять наш радпод в нужное нам положение. Но, и это еще самое интересное, данный радпод позволяет нам регулировать высоту и угол положения бусбаров, то, про что я говорил первоначально, угол наклона, вот с помощью вот этого легкого движения. Здесь происходит фиксация, дальше он не опустится по горизонту, так же самое здесь. И по большому счету радпод готов к работе. Все, что осталось нам сделать, это установить сюда сигнализаторы и свингеры, сюда установить комлевые держатели удилищ. Радпод готов к работе. Я надеюсь, что наш обзор был вам полезен. Не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал. Для тех, кто заинтересовался, ссылка в интернет-магазин. Для того, чтобы не пропускать от нас новости, рекомендую активировать колокольчик. С вами была рубрика F-новинки. До новых встреч на Flagman Shop.